Земля ничего не выбрасывает, просто прячет и ждет. Сегодня 16 клинков. Мечи, которые 1000 лет пролежали в поле, в реке, на дне моря. Их находили не археологи по плану, их находили случайно. Ребенок на прогулке, рыбак на берегу, рабочий, который просто чистил русло реки. И каждый раз земля или вода отдавали находку, после которой историки хватались за голову и переписывали то, что казалось давно понятным. Некоторые из этих мечей теперь стоят в музейных витринах под стеклом. Другие до сих пор вызывают споры, кому принадлежали, откуда взялись, что случилось с их хозяевами. Погнали. Первый клинок и сразу загадка на 1000 лет вперед. 1994 год. Валенсия, старый центр города. Археологи разбирают фундамент дома. Обычная рутина, таких раскопок штук 10 в год бывает. И вдруг лопата стукается о металл. Копают дальше и видят меч. Воткнутый в землю вертикально, острием вниз. Будто кто-то поставил его так специально и ушел. Кто-то из команды не удержался. «Экскалибур», в шутку сказал. Так и прилипло название. Только вот шутка растянулась на 30 лет. Меч убрали в запасники. Возраст непонятен, откуда взялся, тоже непонятно. Кончик клинка слегка изогнут, похоже на вестготский меч, но что-то не бьется. Так и лежал в коробке 30 лет, пока Валенсия не решила пересчитать всю свою коллекцию к юбилею. Археолог Хосе Мигель Осуна достает меч и берется за него по-настоящему. Прогоняет через современное оборудование, смотрит состав металла. И вот ответ. X век. Времена, когда Испанией правили арабы. Меч всадника украшен бронзой на рукояти, типичное оружие того периода, когда Валенсию называли Балансия. Такого в городе не находили ни разу. Похоже, есть только один, в развалинах дворца под Кордовой. Меч короткий, сантиметров 45, без привычной защиты для руки. Историки считают, таким оружием пользовался всадник, а не пеший воин. Легкий, быстрый, для боя верхом. А вопрос так и повис. Почему меч воткнут вертикально? Кто-то специально его так закопал? Ритуал, прощание, знак? Или просто случайность многовековой давности? Есть версия, что закопали нарочно. Доказать это уже невозможно. Дальше Норвегия. И находку сделали руки, которым едва исполнилось 6 лет. Южная Норвегия. Поле у городка Брандбю. Первый класс идет с урока труда. Детей отправили в поле собирать камни для поделок. Хенрику 6 лет. Он копается в земле, ищет камень получше. И вместо камня натыкается на что-то другое. Кусок металла торчит из грязи. Он вот так торчал, покажет он потом, весь ржавый в земле. Но я и решил вытащить, посмотреть, что там. Тянет и вытаскивает рукоять меча. Дальше почти смешно. Хенрик пробует согнуть клинок обратно, видимо, чтобы унести проще. Не получается. Тогда честно рассказывает учительнице и объясняет, почему полез вообще. Испугался, что трактор потом колесо проколет. И еще решил, такая штука должна лежать в музее, а не валяться в поле. Хотя признался позже с улыбкой, забрать домой тоже хотелось. Археологи, приехавшие на место, только качали головами. Меч почти 1200 лет. Однолезвийный клинок, тип уже описанный в старой книге еще 1919 года. Эпоха на стыке. Конец времен до викингов, самое начало эпохи викингов. И странно вот что. Поле это распахивали годами. По нему ходили трактора, комбайны, сотни людей. И только первоклассник, который вообще-то камень искал, наткнулся на клинок тысячелетней давности. Местный археолог потом посчитал. Такие мечи в этом районе Норвегии находят примерно раз в 2 года. Редкость, которая получается, ждала именно этого дня. Земля сама выбирает момент. Едем в Данию. Там меч нашли специально согнутым. Клаус Фалсби, обычный мужик, только купил металлоискатель. Весна 2024-го. Первый раз в жизни вышел с прибором. Идет по болоту недалеко от Копенгагена. Место называется Веркебро-Одель. Болото и мелкие речки к западу от города. И почти сразу прибор пищит. Копает и видит бронзовый меч. Рядом еще вещи. 2 топорика, кольца, обломок булавки, еще что-то непонятное. Меч не просто старый. Он погнутый специально, в форме буквы «С».
Не сломан от удара, не помят случайно. Именно погнут, аккуратно, будто на показ. Археологи объяснили, это ритуал. Бронзовый век, примерно 2500 лет назад. Люди тогда нарочно ломали или гнули оружие перед тем, как отправить его в воду или в болото. Приносили в жертву. Не человеку, духам, богам, тому, во что верили. А через несколько дней Фалсби вернулся на то же место. И буквально в 70 метрах нашел еще кое-что. Бронзовое ожерелье, сделанное очень тонко, мастерски. Специалисты назвали находку исключительно редкой. И вот что цепляет. Человек первый раз в жизни включил металлоискатель и сразу наткнулся на жертвоприношение возрастом 2500 лет. Археолог из музея, который занимался находкой, признался, за всю карьеру видел подобное всего пару раз. А тут новичок, дебютный выход и сразу такая удача. Дальше Нидерланды. Там меч подняли рабочие, которые вообще не искали древности. Март 2024-го. Поместье Линсхоттен возле голландского Манфорта. Рабочие чистят маленькую реку. Обычное дело. Технику подняли и вычерпывают. И один ковш поднимает не просто грязь. В куске слипшейся глины торчит длинный кусок железа. Меч, больше метра. Двойное лезвие, рукоять по форме, прямо как половинка бразильского ореха. Возраст между 1050 и 1150 годом. 1000 лет меч пролежал в реке. Сохранность у реставраторов вызвала даже что-то вроде шока. Глина без доступа воздуха сохранила железо так, будто вчера туда попало. Даже остатки деревянной рукояти видны. 10 недель меч держали в специальной ванне, постепенно вымывая соль из металла. Иначе на воздухе он начал бы рассыпаться прямо на глазах. На клинке узор, медью выложен. С одной стороны круг с крестом, похож на солнце. С другой – узор из ромбов, старый скандинавский символ. Означает нерушимую связь. Ножен при мече не нашли, и это важно. У германских народов, особенно у скандинавов, был обычай оружие погибшего воина не терять случайно, а специально топить в воде. Прощание, а не потеря. Чей был меч, до сих пор не знают. Норвежский, местный, молчит клинок. Известно только, 1000 лет назад кто-то стоял на этом самом берегу и отправил дорогое оружие на дно. Осознанно. Дальше масштаб меняется резко. Следующая находка – уже не один меч, а 4500 предметов сразу. Стаффордшир, вспаханное поле. Обычный выезд с детектором. Таких сотни каждые выходные по всей Британии происходит. Владелец земли даже не подозревал, что под верхним слоем почвы, который трактор перепахивал десятилетиями, лежит крупнейшая находка в истории британской археологии. Только в этот раз прибор не замолкает. Сигнал за сигналом. Из земли начинают доставать не отдельные вещи, а буквально целый склад военного снаряжения. Итог – около 4600 кусков. Самый большой клад англосаксонского золота, какой вообще находили в Англии. И это не украшение на выход в свет. Это военное снаряжение. Обломки мечей, рукояти, накладки от шлемов. Все золото, серебро, красные камни. Тонкая резьба с фигурами зверей. Возраст – 7 век. Королевство Мерсия. Та самая эпоха, которую называют темными веками. Будто тогда никто ничего не умел толком. А вот и не сходятся. Потому что мастера, которые все это делали, работали на уровне, который сегодня в музейной витрине первого ряда бы стоял. Короли ходили в бой в снаряжении, от которого челюсть отвисает даже у современных ювелиров. Комитет по оценке сокровищ Британии дал цифру официально – 3,3 миллиона фунтов. Хотя, если честно, для такой находки цена – условность. Это не украшение, которое продать можно и купить заново. Это обломки целой утраченной культуры войны. Клад разошелся по музеям. Личфилд, Бирмингем, Британский музей. Просто представь, 4600 кусков золота и серебра, снятых с оружия воинов, которые погибли или победили в бою 1500 лет назад. Ни одного целого меча, только обломки, потому что клинки, судя по всему, специально разбирали перед тем, как закопать. А теперь на другой край света. Меч вдвое старше, найденный руками пацана, который просто мыл руки в реке. Восточный Китай, провинция Цзянсу. Мальчику 11 лет. Моет руки в реке, обычное дело, десятки раз уже так делал.
И тут под водой пальцы натыкаются на что-то твердое, металлическое. Вытаскивает ржавый клинок. Взрослые сначала не восприняли всерьез, мало ли что в реке валяется. Мальчик просто занес находку домой и показал родителям. Думал, обычный старый нож. Только когда местные специалисты взглянули на клинок вблизи, стало понятно – вещь древняя и очень значимая. Но специалисты, которым передали находку, определили возраст – 3000 лет с лишним. Один из самых старых мечей, какие вообще находили в Китае. Бронзовое оружие там начали делать примерно в это же время, на самом старте той цивилизации, о которой сейчас знают только по учебникам. В китайской традиции меч не просто железка. Благородный муж среди оружия, так его называли. Считалось, что клинок несет характер и судьбу своего хозяина. Кто держал этот меч 3000 лет назад? Как он попал на дно реки? Потерян в бою? Брошен специально? Утоплен по ритуалу? Молчит. Река хранит секрет крепче любого сейфа. Возвращаемся в Скандинавию. Там нашли легендарный тип клинка, который считался эталоном своей эпохи. Юго-запад Норвегии – небольшое место под названием Сулдал. Ловра – местный фермер по совместительству инженер на пароме и депутат. Ходит по своей земле и замечает предмет, явно не похожий на обычный мусор с поля. Сразу понял, находка не рядовая, скажет он потом. Археологи подтвердили – остатки железного меча эпохи викингов. 800-1066 год примерно. Клинок пролежал в плотной глине, и это его спасло. Глина перекрыла воздух, ржавчина почти не тронула металл. Ловра сам признался, сперва хотел просто выкинуть находку, мало ли какой хлам в земле бывает. Что-то остановило руку в последний момент. А дальше самое интересное. На клинке под слоем окислов заметили следы букв. Невидимые глазу, но заметные на снимке. И специалисты сразу вспомнили одно слово – Ульфбергт. Легендарная марка мечей раннего Средневековья. Ковали их на территории современной Германии и Франции, и по качеству стали они опережали свое время на век, а то и больше. Такой меч был не просто оружием, он был статусом, заявлением «кто ты есть». В Норвегии нашли около 3000 мечей эпохи викингов. Из них таких всего штук 20. Меч Ловры в этом узком списке. И снова земля отдала находку не археологической экспедиции, а человеку, который просто шел по своему полю. Едем в Польшу. Там меч подняли рабочие прямо со дна реки. Город Влоцлавик. Начало 2024-го. Рабочие чистят русло Вислы возле порта. Обычная работа. Чистят дно земснарядом. Один из них, Славомир Мулярский, замечает в куче поднятого ила предмет странной формы. Достает меч. Ржавый, но форма угадывается сразу. Сердце застучало быстрее, признавался он потом. В голове сразу картинка – викинг с этим мечом в руке. Мулярский сам не археолог, обычный рабочий на земснаряде. Но сообщил о находке сразу, не пытаясь придержать себе. Понимал, что вещь такого уровня должна попасть к специалистам. Меч отправили на исследование. Возраст – X век. А потом на снимке через специальный сканер проступает кое-что еще. Надпись на клинке, спрятанная под слоем ржавчины. Читается «Ульфбергт». Та самая легендарная марка. Из 170 известных подобных мечей по всей Европе в Польше находили всего 8 штук. Этот – 9-й. Специалисты сразу начали спорить. Один говорит, точно связан с викингами. Другой возражает. Рано делать выводы. Надпись похожа, но мечи этого типа делали в основном на землях современной Германии, а потом расходились по всей Европе торговлей. Прямой связи с викингами без дополнительных исследований никто гарантировать не может. Зато время подходящее. X век – это как раз момент, когда в Польше только формируется первое государство – династия Пястов. Возможно, этот самый меч держал в руках воин, который расширял границы того самого раннего польского княжества. Специалист по памятникам подчеркнул отдельно. Из 170 известных мечей с такой надписью по всей Европе качество металла у польских экземпляров считается одним из самых высоких. Работа кузнеца была на голову выше обычного оружия того времени. Спор о происхождении меча идет до сих пор. И это тот случай, когда даже сами историки честно признают, точного ответа может не быть никогда. А вот следующая история, та, которую многие уже слышали краем уха.
Меч выловили не детектором и не лопатой, а обычной удочкой. Ноябрь 2011. Днепровские пороги, район острова Хортица. Обычный рыбак закидывает спиннинг. Рыбалка как рыбалка, ничего необычного. Крючок вдруг цепляется за что-то тяжелое. Не рыба точно. Рыбак сперва решает, что зацепил камень или груз, хочет оборвать леску, но что-то заставляет его все-таки тянуть. И на поверхность поднимается меч. Длина почти метр, отделка на рукояти, золото, серебро, медь сразу. С такой глубины, 22 метра, оружие поднимается крайне редко. Когда взял его в руки, сразу подумал, а вдруг это тот самый меч, рассказывал потом рыбак журналистам. Место находки буквально 200 шагов от памятного знака. Знака, который отмечает предполагаемое место гибели князя Святослава в битве 972 года. По легенде, именно здесь дружина попала в засаду на обратном пути из похода. Ученые сразу оговорились, точно доказать, что меч принадлежал самому князю, невозможно. Слишком мало данных, слишком много веков прошло. Но по типу отделки, по месту, по возрасту версия имеет право на существование. Тем более, что еще в 1928 году при строительстве плотины неподалеку со дна подняли еще 5 похожих мечей той же эпохи. Из тех 5, 4 потом потерялись во время войны. Сохранился только один, поврежденный. Так что меч рыбака сегодня едва ли не единственный уцелевший свидетель тех событий. Рыбаку почти сразу предложили за находку крупную сумму. По словам очевидцев, около $40 000. Частный коллекционер хотел купить меч себе. Рыбак отказался. «Эта вещь должна принадлежать этому месту», — сказал он тогда, и сам отнес находку в музей. Заповедник, как рассказывают, заплатил ему компенсацию в гривнах, что на тот момент равнялось примерно $10 000. В несколько раз меньше рыночной цены, если верить этим цифрам. Восстанавливали меч почти 2 года, и, что интересно, часть реставрационных работ доверили французским специалистам. Настолько тонкой была работа с металлом. Помнишь Стаффордшир? Там все четко. Государственная комиссия, официальная оценка, деньги пополам между нашедшим и землевладельцем. Закон, формула. А здесь совсем другая история. Никакого закона с гарантированной рыночной ценой нет. Все решает добрая воля музея и совесть человека, который сделал находку. Цены, прямо скажем, не британские. Меч занял место в музейной экспозиции. 1000 лет пролежал на дне реки, а поднялся на свет благодаря случайной рыбалке. Директор музея-заповедника потом скажет, перед ними оказался предмет, который ушел под воду прямо из рук того, кто держал его в бою. Не потерян случайно, не спрятан заранее, а именно выпал в момент схватки. Снова Нидерланды. На этот раз меч нашел детекторщик-любитель и на рукояти оскаленные кабаны. Фрисские земли. Поле возле городка Витмарсум. Сандер Виссер ходит с металлоискателем по фермерским полям. Дело для него привычное, не первый год занимается. 3 мая. Прибор выдает сигнал, чистый высокий звук. Такой у детекторщиков считается хорошим знаком. Копает неглубоко, сантиметров 20. И видит предмет с явной резьбой. Навершие рукояти меча, X век. А украшение — головы дикого кабана с 2 сторон. В культуре викингов кабан означал силу, храбрость, защиту в бою. Для Нидерландов такая находка вообще первая. Прямое доказательство — Фрисландия была не тихой окраиной, а частью большого мира викингов. Связи со Скандинавией, с британскими островами — не просто строчка в учебнике, а вот этот кусок металла в земле. Кабан скандинавской традиции связан еще и с богиней Фреей. Считалось, что зверь сопровождает воина в бою и после смерти. Такую деталь на рукояти носили явно не рядовые люди. И сразу вопрос без ответа. Меч, от которого осталась только рукоять, его специально разобрали новые хозяева, переделали под себя. Или клинок просто сгнил, а бронзовая деталь его пережила на 1000 лет. Ответа нет. Только сама находка, теперь часть коллекции Фрисского музея. Дальше Британия и находка, которая заставила историков буквально перерисовать карту. Беркшир — холм с видом на долину Темзы. Клубный выезд детекторщиков — обычное дело выходного дня. Сью и Мик Вашингтон идут по полю, ищут монеты, застежки, мелочь.
Сигнал, и из земли поднимается предмет, явно выбивающийся из привычного набора находок. Детекторщики поступают правильно, не копают дальше сами, не тащат находку домой. Сообщают археологам. И начинается раскопка, итог которой не укладывается в голове. Захоронение мужчины VI века. Рост — 1,83 м. На 15 сантиметров выше среднего мужчины той эпохи. Рядом с телом меч в украшенных ножнах, копья, бронзовые и стеклянные сосуды, вещи явно не бедного человека. Ученые дали ему прозвище Марлоу Уорлорд, военный вождь из Марлоу. Настоящее имя, конечно, потеряно навсегда, а ценность находки не только в самом воине. До этих раскопок земли вокруг Марлоу считались тихой полосой между крупными англосаксонскими центрами, возле Лондона и Оксфорда, местом, где вроде бы ничего важного не происходило. Могила говорит обратное. Здесь, на этом холме, 1500 лет назад, стоял человек с реальной властью, и вся политическая карта Южной Британии VI века теперь под вопросом. Придется ее пересматривать. Один из археологов, которые вели раскопки, прямо сказал журналистам: редко, когда находка любителей меняет представление целого научного направления. Обычно бывает наоборот. Возвращаемся в Польшу. На этот раз реку обнажила не техника, а обычная засуха. Лето 2025-го. Варшава. Жара, засуха, дождей нет неделями. Уровень реки Висла падает так сильно, что дно обнажается местами. Андрей Карпикевич приходит на берег просто посмотреть на это необычное зрелище. Не рыбачить даже, просто взглянуть, насколько обмелела река. И замечает в грязи металлический предмет. Первая мысль — петля от двери или кусок арматуры. Достает, отмывает и понимает, что держит в руках меч. Дальше начинается почти комедия. Прячет находку, бежит домой за машиной, приехал изначально на самокате. Параллельно созванивается со знакомым, который увлекается металлоискателями. Тот советует: держи меч мокрым, замотай в тряпки, смоченные водой, иначе начнет разрушаться на воздухе. Карпикевич заворачивает меч в мокрые футболки, всю ночь держит в машине. Наутро вместе с женой везет находку прямиком к главному специалисту по памятникам Варшавы. «Меня встретили с большим удивлением», — рассказывал он потом. Оказалось, меч настоящий, средневековый, с характерным круглым навершием и крестом на рукояти. Специалист музея потом признался журналистам: за годы работы видел много звонков от людей, уверенных, что нашли клад. В 9 случаях из 10 это оказывался мусор. Этот случай попал в тот самый 10-й. «Люди годами такое ищут специально», — сказал Карпикевич. «А я наткнулся совершенно случайно». Специалисты добавили, засуха в последние годы вообще стала главным союзником археологов в Польше. Обмелевшие реки одна за другой отдают то, что веками пряталось на илистом дне. Простая засуха обнажила то, что пролежало под водой веками. Теперь Израиль. Там мечи поднимал не рыбак, а водолаз, который сам занимается подводной археологией. Пляж Дор — средиземноморское побережье Израиля. Шломи Катцен, ученый, занимается подводной археологией, плавает здесь просто отдыхая, не по работе. Замечает группу дайверов с металлоискателями. Первая мысль — не туристы, а охотники за древностями. Катцен, недолго думая, прогоняет их с участка, а потом сам замечает то, что торчит из песка на дне. Меч. Клинок времен крестовых походов, скорее всего, европейского происхождения. Такая находка у берегов Израиля — большая редкость. Известно всего несколько подобных мечей за всю историю раскопок в регионе. История могла бы на этом и закончиться, но не закончилась. Через несколько лет, неподалеку от того же места, Катцен находит второй меч. Чуть меньше первого, но той же эпохи. Версии историков осторожные. Может, меч принадлежал рыцарю, который погиб в шторм у берега. Может, оружие потеряли в морской стычке. Точно сказать нельзя. В Израиле подобных мечей находили буквально единицы за всю историю раскопок. Море неохотно отдает такие вещи, а если и отдает, то обычно сильно поврежденными. Эти два, на удивление, целые. Скорее всего, мы никогда не узнаем, кому именно принадлежал этот меч, признают сами исследователи. У вещей, как говорят, бывает своя долгая жизнь, и морское путешествие этого клинка, возможно, было далеко не первым. Катцен еще вспоминал момент, когда меч показался из песка, выглядел так, будто клинок специально ждал, пока его заметят. Совпадение это или нет, каждый решает сам.
Снова Польша, и на этот раз история почти комичная. Лес недалеко от Гданьска, север Польши. Марчин Вишневский, обычный детекторщик-любитель, ходит с прибором в свободное время. Утро выдалось скучное. Сначала находит крышку от бутылки водки, потом несколько пивных банок, потом гильзы от патронов. Прибор снова пищит. И Вишневский, честно говоря, даже не воодушевился особо, решил, что опять банка. Думал, ну еще одна железка, признавался он потом в соцсетях. Копает лениво и вдруг понимает, это не банка, это клинок. Покрыт зеленым налетом, но форма явно оружейная. Сразу же прикрывает находку от дождя, охраняет место до приезда специалистов. Сам, без всякой команды. Специалисты приехали и подтвердили, бронзовый меч, возраст от 900 до 700 годов до нашей эры. Самый конец бронзового века в Европе. Патина на клинке зеленая, плотная, ровная. Именно она, по словам реставраторов, и защитила металл на 3000 лет вперед. Простая, в общем-то, история, но она хорошо показывает, как это работает у настоящих детекторщиков. Утро с мусором и гильзами может в любой момент превратиться в утро с оружием почти 3000-летней давности. Разница – один сигнал прибора. И еще одна польская история. На этот раз меч снова отдала обмелевшая река, только другая. Городок Вронки, запад Польши. Мирослав Тухольский раскладывает удочки на своем привычном месте. Рыбачит здесь годами, знает каждый изгиб реки. Уровень воды в этот раз низкий, обмелело сильно. И на одном из мысков, там, где обычно вода, а сейчас песок и камни, замечает кусок металла. Поднимает и понимает, что держит меч. Не медлит, сразу сообщает о находке властям. В музее находку оценили высоко. XI век, эпоха первой польской династии Пястов. Ученые пока спорят, меч потерял воин в бою или его специально утопили как подношение жертву реке. Традиция такая была и у славян, и у соседних народов, оружие иногда специально топили как своего рода подарок духам воды. Река сейчас отдает находки одну за другой. Засуха, низкая вода, и на поверхность всплывает то, что веками пряталось на дне. За последний год в польских реках подняли уже несколько подобных клинков разных эпох, от бронзового века до средних веков. Специалисты в шутку говорят, страна словно проходит генеральную уборку собственного дна. И последний клинок сегодня, самый красивый и самый тревожный. Графство Кент, окрестности Кентербери. Раскопки англосаксонского кладбища. Больше 200 могил, из них изучено на тот момент только 12. И в одной из них меч, от которого замолчали даже опытные археологи. Рукоять — серебро с позолотой. На клинке — руны, старый северный алфавит, которым пользовались задолго до латинских букв. Ножны сохранились почти целиком. Дерево, кожа, а изнутри подкладка из меха бобра. Профессор Элис Робертс, которая ведет передачу про британскую археологию, сказала прямо в камеру, никогда не видела меч в такой сохранности. Реставратор, работавшая над клинком, добавила, обычно от таких мечей остается ржавый ком, который приходится восстанавливать буквально по миллиметру. Здесь же большая часть деталей уцелела сама по себе. На навершии кольцо. И у историков есть версия. Такие кольца означали клятву, данную королю или знатному человеку. Возможно, меч был не просто оружием, а подарком за верность. Из 200 с лишним могил на этом кладбище изучили пока только 12, а именно в одной из первых 12 нашли самый впечатляющий меч. Что тогда лежит в оставшихся 190, никто пока даже предположить не берется. А дальше деталь, от которой по коже холодок. Под микроскопом на клинке нашли следы куколок-мух. Значит, тело хозяина меча какое-то время лежало открытым перед похоронами. Может, чтобы близкие успели проститься. Сколько там еще таких мечей, никто не знает. 16 клинков, 16 случайных рук, которые вытащили их на свет. Фермер, ребенок, рабочий, дайвер, рыбак, детекторщик. Земля и вода хранят такие вещи веками, не торопясь. И отдают тогда, когда сами решат, не когда мы просим. Иногда это происходит из-за рабочего ковша экскаватора, иногда из-за детской любопытной руки, а иногда просто высыхает река, и на свет всплывает то, что лежало на дне 1000 лет. Сколько еще оружия лежит прямо сейчас под чьими-то ногами? Каждый решает сам, во что верить.